Сегодня решили съездить в мыс Агалина и в Созополь. Посмотреть, как там без нас дела. Да? Да. Вот у нас сегодня еще один пассажир. Привет. Мыс Агалина или Агалина, как правильно, не знаю. Вот. Очень красивое место. Там вообще летом классно. Ну, пока еще погода более-менее позволяет. Поедем, глянем сейчас. Мыс Агалина – это природная достопримечательность, в которой небольшие заливы сочетаются с причудливыми скальными образованиями. Находится мыс между курортами Созополь и Дюни в южной части Болгарии. Расстояние от центра Созополя 9 километров. Добраться до мыса можно только на автомобиле. Расположен он на территории заповедника. Мыс довольно труднодоступный, и на прогулку к нему рекомендуется отправляться в крепкой спортивной обуви. Этот пеший маршрут не подойдет для прогулок с детьми, так как скалы обрывистые и никаких ограждений не предусмотрено. Вот мы приехали на место. Вот такая импровизированная парковочка прямо на дороге. Вот сейчас пойдем дальше смотреть мыс Агалина. Вот такой вот маленький съезд с дороги, потому что по-другому не стать. Больше негде. Мы идем к мысу. Вот такая красивая картинка. Ух, красотища. На этом мысе очень красивый вид открывается якобы, как пишут все в отзывах. Сейчас посмотрим. Вот мы дошли до этого мыса. По обе стороны такие крутые скалы. Здесь высота метров, наверное, 15. К краю только не подходите, аккуратненько здесь вот. А вон там рыбаки, посмотрите. Такой мыс и красивый вид отсюда.
Налюбовавшись прекрасными видами мыса Галина, мы поехали в Созополь, где решили прогуляться по городу, посмотреть на его достопримечательности и просто пройтись по его улицам, дабы увидеть, что он из себя представляет. Вот мы въехали в Созополь. Сейчас найдем где-то парковочку и пойдем прогуляемся. Здесь навигатор показал, что есть бесплатная парковка, потому что остальные платные. Но поскольку мы не знаем других остановок, где можно было припарковать машину, вот, мы выбираем то, что указывает Google Maps. Вот мы приехали в Созополь, нашли здесь бесплатную парковку. Вот такая. Никого больше нет, пару машин, там наша еще. Ну, пойдем на прогулку. Мы идем по улочке. Висят кондиционеры. Да. И на зиму заготовлена дробка. Видите, как где кондиционеры, я не вижу. А вон вверху точно кондиционеры, видите? И дрова. Наверное, так экономнее. Сейчас уже конец почти ноября. Народу здесь мало. Можно сказать, никого. Да. Вот. Но я думаю, здесь высокий сезон. Здесь, наверное, столпотворение еще то. Ну, надеюсь, мы это посмотрим. Что ты хочешь? Кушать хочешь? Сестрички, как всегда, залипают на какие-то цветочки, растения. Видите, что творится? Ничего, покажи. Но еще когда лопается, оттуда красное. И что это такое? Не знаю, может, это перец какой-нибудь. Ты должна знать. Ну, это довольно-таки чистый городишко, я смотрю. По крайней мере, на настоящий момент. Вот такой открывается вид. Да. Вот это, похоже, центральный парк Созополь. Здесь можно выпить кофе, заказать любое. Это в Болгарии очень распространено. Представляете, первый раз в этой кофемашине не дал он нам, после того, как бросили деньги, кофе. Оно просто вылилось вот туда. Жулик. Входим в Созополь, центральный пляж. Ну-ка посмотрим. Вот такой вид открывается на пляж. Ну что, здесь, наверное, я думаю, летом куча народу. Не утолпишься. Сейчас никого, кроме чаек. Одинокая бабушка снимает на телефон тоже пейзажи созопольские. Вот такие здания, такие как в Несебре, старом городе. Община Созополь. Здесь тоже есть развалины.
Ну, плитка явно и не 1000 лет. Ну, такое себе. Вот такой летний кинотеатр. Не знаю, что внутри, он сейчас закрыт. Старое здание. Похоже, полностью деревянное. Ну и, как обычно, уже реставрированное. А что это вы здесь с мужиком делаете-то, а? Хотим у него Одиноким. брать для картины нам. Да? Созопольская художественная галерея. Вот тоже какие-то развалины. Ну, судя по тому, что здесь есть вкрапление из белого гранита, вернее детали из белого гранита, вот типа такие подставки под колонну или еще что-то, которые явно не сочетаются с остальным вот плимфой, так называемой. Вот тоже. Вот тоже. То здесь где-то может быть внизу строение античное было, которое разрушено. И на этом месте возвели, не знаю, что это такое, кладка какая-то непонятно. Вот мраморная обработка, посмотрите, как это ж наверняка ему не 1000 лет. И вот внизу то же самое, он гранитные белые плиты, которые явно здесь не вписываются в картину. И здесь вот такая вот плита сантиметров, наверное, 7-8 шириной. Явно, что она оббита, но поверхность очень гладкая. Вот откуда ее скоммуниздили, сюда принесли. Ну, такая красивая кошечка, такая ласковая. Здесь котов любят, и собак тоже. Мурчит. Так вот. Вот выход на какой-то пирс. Медения пляж. И пошла набережная с яхтами. Кошечки и коты здесь очень полюбляют сидеть на машинах, гулять. Вон, смотрите, сколько их. Вот посмотрите, что творится-то, а? Кошачий рай. Какая лодка старая. Вот мы остановились покушать в этом кафешке. Мадам уже снимают. И вот здесь какой красивый чудный вид открывается отсюда. А вот там дальше остров Святой Иван и Петр. Как у вас кафе называется? Кирик. А, это Кирик? А там почему-то я смотрел, что ниже там и закрыто Кирик. Или это все Кирик, да, считается? Это Кирик. А, да. Понятно. Будем знать. Красиво. Здесь летом, наверное, народу очень много. А вот бистро, да. Да.
Кирик. Кирик. Круглосуточно 12 часов. Да. Да. А вы хозяйка, нет? Нет. Нет? Красиво так, уютненько. Да. Это называется кафе Кирик. Понятно? Да, вот видишь. Сейчас уже принесут. Скоро нам кушать. Привет, привет. Вот, посмотрите, какое прекрасное блюдо. Вот, посмотрите на довольные лица сестричек. Божественно. Класс? Свеженько. Ну, так вот. Оскара коту. Вот мы подкрепились чуть-чуть. Все было вкусно, надеюсь, да? Очень. Особенно рыбка. Да. И идем обратно. Пиво великолепное. Как раз не Ну, горькое и не сильно холодное. Мне пива не дали. Потому что вы за рулем. Вот такая пристань. Много различных лодочек. Яхты даже там есть. Стояночка. Но о ней мы не знали. Ну, сейчас она, по всей видимости, бесплатная. Но, думаю, высокий сезон. Там замотаны парк-автоматы. Думаю, что здесь платно летом. Вне туристический сезон есть своя прелесть посещения таких вот мест. Потому что народу практически нет. Все заведения свободные. Можно свободно зайти, выпить чашечку кофе или что-нибудь покушать. И с ценами, наверное, дешевле, чем летом в сезон. Вот. Прогуляться, не толкаясь локтями с туристами. Вот такая пристань рыбацкая. Стало прохладненько, солнышко садится, и это особенность всех южных стран. Пока солнышко, очень даже жарко. Как только солнышко зашло за тучи или садится за горизонт, сразу в зимнее время становится холодно. Не туристический сезон, идут различные ремонтные работы и строительные. Вот и подходит наше путешествие по маленькому курортному городку Болгарии. Городочек очень приятный. Мы прекрасно погуляли. Покушали. Да, сейчас уже, правда, не сезон, но есть свои плюсы. Мало туристов, можно все рассмотреть, насладиться такими неторопливыми прогулочками. Вот. Мало кафешек, конечно, открыто, но мы в спокойной, приятной атмосфере покушали. Очень вкусную рыбку, барабульку и сардинка.
отличное пиво. Все было очень приятно. Погода замечательная. И прекрасно проведенный день. Ну вот мы прогулялись по Созополю. Была, я надеюсь, удачная экскурсия, да? Очень. Посмотрели, даже подобедали. По-моему, все было классно. Посмотрели достопримечательности. И сейчас будем возвращаться обратно. Все. Пока-пока.